Приготовлю сегодня очень вкусное мороженое. Оно получается вкус необыкновенный, сливочный, такой вот пломбир, можно сказать, очень вкусное. А посоветовала мне одна из моих подписчиц, Ольга. Она смотрела мой рецепт, как я готовлю вкусный крем из сливок. И когда готовлю сливочное масло из этих же сливок. И посоветовала, порекомендовала приготовить, попробовать мороженое. Я сделала, и теперь я делаю его, уже делала несколько раз. Оно получается очень-очень вкусное, попробуйте. И так его легко готовить, поэтому посмотрите, как это происходит. И надеюсь, вам этот рецепт тоже придется по душе, и вы часто начнете его готовить. Попробуйте хотя бы раз, вы просто поймете то, о чем я вам здесь рассказываю. Сейчас я добавлю сливки. Я беру две пачки сливок для того, чтобы приготовить два вида мороженых. Одно у меня будет такое просто обычное белое сливочное мороженое такое, а вторую баночку я беру сгущенное молоко, и там будет с натуральным кофе, поэтому там получится такой вкус немножечко такого, не знаю, как крем-брюле, с ароматом таким кофе, кофейным. И посмотрю на вкус, как будет. Именно кофейный я буду готовить первый раз. Сейчас сливки я перелила. Вначале на медленных небольших оборотах я взбиваю. И потом постепенно добавлю скорость. Он хорошо его взбивает потихонечку. И уже добавляю. Здесь будет самое важное, отследите, это на самом деле очень-очень важно, чтобы сливки вам ваши не перебить, потому что тогда вы просто приготовите сливочное масло. Оно тоже будет очень вкусное, но сегодня все-таки мы с вами готовим мороженое, поэтому внимательно. Я все время приостанавливаюсь немножечко, смотрю, чтобы их не перебить. Видите, он уже такой стал уже все гуще, гуще, красивый такой. Сделаю уже поменьше чуть-чуть обороты. И сейчас буду постепенно уже добавлять сгущенное молоко. С сахаром оно у меня идет. У нас здесь делают в Беларуси, оно очень вкусное, может многие кто-то пробовал, поэтому нравится мне. И крем готовить, когда я делаю для вафельных трубочек, у меня очень хороший такой рецепт. Между прочим, если кто-то не смотрел, обратите внимание, у меня на канале есть рецепт этих вафельных трубочек. Это же мороженое, в следующий раз, у меня сегодня покупные были просто вафельные такие, я брала там для тортика. А так в основном я буду теперь поняла, что печь трубочки и укладывать свои трубочки вафельные и укладывать туда это мороженое. Это будет настолько вкусно, потому что трубочки, они прям такие хрустящие, такие вкусные. И там очень хороший у меня рецепт. Кто любит такое печенье трубочки, посмотрите, просто один раз попробуйте сделать ту пропорцию, как у меня указано, и этот рецепт ваш станет постоянным. И как вы видите, сейчас я добавляю уже сгущенное молоко с сахаром потихонечку. А здесь по пропорции настолько, насколько вы любите, чтобы оно было сладкое. По той же рекомендации Ольги я добавлю к одной пачке сливок, добавлю половину баночки сгущенного молока с сахаром. Посмотрю, как мне будет на вкус.
И вот мне достаточно, на самом деле, на вот эти сливки мне было достаточно. Если любите послаще, добавьте чуть побольше или наоборот. Ну вот оно получилось прям равномерно. Ну вот, я беру нашу вафельную такую, скажем, подложку. Это будет у нас основа. И сейчас буду добавлять уже взбитые сливки со сгущенным молоком. Хорошо равномерно их вначале размазываю, так вот прямо можно сказать, укладываю, чтобы хорошо вот они скрепились. И потом вы уже добавляете саму, скажем так, высоту вот мороженого, которое вы захотите сами. Хотите, можете полностью вот все, что у вас билось, вот выложить полностью на все эти коржи и сверху укроете тоже вот этим листом. Я такой большой уже не хочу, совсем такой вот, толстый брикет делать, поэтому я положу ровно половину вот взбитых моих сливок. Это тоже достаточно хорошо. И теперь вот посмотрите, посчитайте, видите, вот эти листики там такие тут вафельные, которые будет удобно нам разрезать. Посмотрите, сколько их много. И порция получается вот с одной банки сливок и полбаночки сгущенного молока достаточно много. Поэтому вот в переводе я понимаю, что сливки они не дешевые, но достаточно много выходит порций мороженого. И ровно такая же половина. Вот сейчас я вам тоже покажу, вы увидите, у меня осталось непосредственно вот в этом ковше от комбайна. Так что достаточно большая такая порция. Сверху я укрываю пищевой пленкой и ставлю в морозильную камеру до полного застывания мороженого. И вот оставшуюся порцию, а ее довольно-таки еще много, я укладываю в такую вот подготовленную, можем сказать так вот, емкость. Либо можете в пластиковый контейнер выложить, чтобы оно у вас тоже мы будем ставить в морозильную камеру до полного застывания. И открою вам небольшой секрет. Я когда взбиваю вот так уже миксером, я всегда варю сразу, потом пока поставлю кофе обязательно. И сейчас я себе чуть-чуть в чашечку вот этих вкусных сливок отложу. Вы потом посмотрите, я сделаю кофе себе. А вот это я уже взбиваю вторую пачку сливок и добавлю вот это сгущенное молоко с натуральным кофе. Я не буду сильно долго останавливаться здесь уже. И так по аналогии вам все понятно. Точно так же просто добавляем вот это молоко с кофе. Вот я добавила, оно меняет цвет, такой аромат сразу кофейный у меня по кухне. Очень-очень аппетитно и вкусно. Поэтому вот какой вкус мороженого вы любите, приготовьте себе, что вам больше понравится. Но на самом деле это очень-очень будет вкусно. Ольга, я передаю вам огромный привет и спасибо вам большое за то, что вот подсказали, дали мне такую идею приготовления мороженого. Вот у меня, я делала это вечером, наступило утро, и пока я немножко здесь подготовила, так сказать, камеру, я его достала заранее, потому что оно очень сильно так бы замерзло у меня хорошо, так основательно. И вы знаете, вот оно постояло, и сразу делается такое мягкое, нежное, вот я резала его. Иногда здесь я вот смотрела даже в интернете, люди говорят про какие-то пузырьки, когда готовят мороженое.
Никаких пузырьков здесь вообще я не обнаружила. Я не знаю, за счет чего это. Либо оно взбивается у меня хорошо при помощи этого миксера, да, либо, может быть, все-таки качество вот молока, сливок влияет на эти пузырьки. Я не могу сказать, от чего там происходит у людей, потому что это они повторяют несколько раз. Этого не произошло. То есть вот текстура как была, нежная, такая вкусная, мягкая, ничего не поменялось. Я очень люблю мороженое с шоколадом сверху, поэтому вот крошку, какую вы хотите, натирайте, помельче, покрупнее. И сейчас я приготовлю просто так вот вкусно с шоколадом мороженое. Вот так я постепенно накладываю, для того, чтобы вам укладывать красиво шариками. Ложечку всегда нужно вот возле себя держать горячую, я держу водичку, и каждый шарик, вот прежде чем брать, я ложку как бы окунаю в эту горячую воду, и он тогда хорошо берется и укладывается шариками такими. Так что будете знать. Ну вот такая консистенция мороженого у меня получилась. Сейчас я возьму ложку и покажу, как вот оно будет внутри. Вот знаете, это вкус такого моего вот детства, такое настоящее, вкусное мороженое. Вот когда раньше приходил в какой-нибудь вот кафетерий, заказывал и с удовольствием это кушал. Вот, видите, оно такое очень-очень нежное. И видно, да, что оно такое вот прямо насыщенное. Ну, правда, оно замечательное получается. Приготовьте хотя бы один раз. Попробуйте, вот какое оно. И вот то, что я говорила, всегда откладываю себе немножко этих взбитых сливок. И сейчас я выпью вкусное кофе, ароматное. И потом скушаю мороженое. Вот так вот. Все легко и все несложно. Поэтому найдите время, побалуйте и себя, и своих близких вот такой незатейливой сладостью. Я думаю, мороженое любят очень-очень многие. Благодарю вас всех за внимание. За ваши подписки, комментарии, мне всегда очень приятно. И просто вам всего-всего самого хорошего и позитивного настроения. Жду вас на канале «Живу в Минске» Ирина.